Всем привет! Меня зовут Джессика Стояна, это Таисия. Я пригласила ее к себе, чтобы она помогла мне помочь вам раскрыть проблемы новичков, потому что Таисия, на самом деле, довольно давно, как я поняла по сегодняшней беседе, в сфере рисования, но уровень все равно еще нужно подтянуть. То есть есть моменты, которые хотелось бы, например, узнать Таисии, то есть то, чего она еще не знает, какую-то базу, какую-то основу, которой пользуются знаменитые художники и не только. Вот. В общем-то, все затыки, которые есть у новичков, Таисия в лице новичка будет помогать мне ответить на все ваши вопросы. Таисия, скажи, пожалуйста, какие основные вопросы тебя беспокоят, когда ты рисуешь портрет? То есть есть что-то, что у тебя всегда не получается, вот прям вот хоть там... Вот самое больное для меня – это пропорции. Это абсолютно четко. Более того, я сейчас даже тренирую, читаю специальную литературу. Как рисовать портрет, именно чтобы все было выверено четко, да? Чтобы они у тебя по пропорциям просто попадало ты в характер. Да, то есть я понимаю, что это все должно быть по науке, но каждый раз выясняется, что у меня, например, кривые глаза. То есть я знаю простые правила, что, например, один глаз находится между двумя, да, расстояние равно одному глазу. Вот, но тем не менее... Все равно, короче, ошибочки, я поняла. Да, все равно что-то криво, что-то косо. Потом я еще люблю очень штриховать, и когда дело доходит до штриховки, тоже, например, какие-то места остаются не подчеркнутые, очень блеклая работа. И, в общем-то, я все время недовольна. И когда я выкладываю ролики с процессом рисования, я очень люблю это делать. Я веду свой YouTube-канал. Мне тоже в комментариях пишут, что надо бы глаза поровнее. И я думаю, а как это сделать? И вроде я набиваю руку, и каждый раз одно и то же. Ты сама не видишь эти ошибки, или тебе кто-то всегда об этом говорит? Я в процессе их не вижу, но я вижу их в результате. Окей. Прям сразу могу, кстати, дать лайфхак. Очень часто люди, которые рисуют, и мои ученики, и просто я наблюдаю, очень часто все либо рисуют очень близко к рисунку и не замечают поэтому ошибок, либо очень долго не отходят от рисунка. То есть это всегда все про расстояние. То есть когда ты свою работу видишь вблизи, тебе она кажется просто идеальной, и штрих крутой, и выглядит супер, потому что по сравнению с началом работы же всегда становится лучше, да? То есть больше информации, больше деталей, кажется, что лучше. Но как только вы отходите или не смотрите на нее один день, вы видите сразу все ошибки. Это прям самая частая проблема. И это, наоборот, вам должно быть в пользу, в плюс. Это огромный плюс, потому что я своих учеников всегда, и меня в лицее просили, Джессика, говорят, отходи от работы. А я не понимала, я думаю, зачем я буду тратить время, отходить от своей работы? Ну, ничего же не изменится. Как я увижу свои ошибки, просто отойдя от работы? На самом деле, это реально дикое волшебство. Ты, вот, например, у тебя есть формат, ты нарисовала какую-нибудь вазочку. Она у тебя кривая, но так как ты ее рисовала очень долго вблизи, тебе кажется, что она идеально ровная, ты ее там простроила, все супер, там и цветочек есть, все, короче, классно. Но ты потом отходишь и видишь, что вот этот бок у нее чуть выше, этот чуть ниже, вот это чуть ниже, это чуть выше. Когда ты рисуешь вблизи, ты этого всего не видишь, у тебя перспектива минимальная, а как только ты отходишь, это все усугубляется, искажается, это как, знаешь, прям зум, такой супер зум. Вот, это на простых формах, с портретами все то же самое. Когда ты рисуешь вблизи, тебе кажется, что глаза у тебя на одном уровне. Вот, например, с моей точки, мне кажется, что это на одном уровне. Я сейчас отойду, я увижу, что вот тут у меня вверх идет, это у меня тоже. И они не на одном уровне. То есть у меня есть разные точки соприкосновения, да. И это ошибка. То есть когда я буду рисовать вблизи, буду отходить, то есть можно не отходить, если вы не хотите тратить время, например, вы рисуете наброски в метро, у вас планшет, рисунок, и вы просто его отодвигаете максимально и сами отодвигаетесь, тогда это помогает. То есть не обязательно прям отходить там на 10 километров, можно сделать там 4-3 шага, и все будет сразу видно. Это прям 100% простой совершенно лайфхак, который нужно использовать, когда ты рисуешь где угодно и сколько угодно. Если ты рисуешь больше 30 минут, все, сразу совет даже какой. Я каждые 10 минут это делаю, даже если не каждые 5. Чем чаще, тем лучше. Вот реально, чем больше ты отодвигаешь, тем больше ошибок ты увидишь, тем раньше ты их сможешь исправить. То есть, если это какая-то длительная постановка, то вы просто постоянно отходите. Если формат больше, вот если ты рисуешь на холстах или на каких-нибудь планшетах, которые больше 50 на 70 размера, то 100% нужно отходить каждые там 2
3-4 минуты. Я вообще отхожу, нарисовала, отошла, нарисовала, отошла. Почему я это делаю? Потому что на начальном этапе, когда ты только компонуешь работу, твоя задача часто отходить, чтобы у тебя все было на местах. Когда ты рисуешь натуры, это очень важно. То есть важно, чтобы рука была именно тут, чтобы она лежала естественно, чтобы локоть был именно тут, кисть именно тут, нога именно тут, таз именно тут. Когда ты это все намечаешь, и именно не отходя, ты нарисовала, это то же самое, как ты рисуешь вблизи. То есть ты нарисовала и не видишь ошибки. А когда ты будешь каждые 2 минуты отходить, ты нарисовала одну, например, таз, все, отошла, думаешь, да, все, супер, попала в ракурсе на месте, в масштабе даже попала. Все, нарисовала там ногу к тазу, посмотрела, что-то она как-то коротковата. Вот отошла, сравнила с натурой, тут вроде длиннее, тут меньше, отошла и исправила. Все, это прям моментально работу улучшает. Все, окей. Это мы говорили про то, чтобы отходить. Угу. Вот интересно, что нам всегда, вот в художественных школах, нам всегда говорили, уточняли вот этот момент с тем, что надо отходить подальше. То есть я эту вещь... То есть говорили это прям? Говорили, супер. Но в связи с натюрмортами и чтобы проверить, насколько по цветам все выверено. Да. Светотени, где рефлексы правильные, да, где недостаточно. Я очень любила белить, например. И издалека было видно, что очень бледная работа, да, не хватает контраста. А вот то, что это также работает с пропорциями, я даже не задумывалась. Это вообще совсем работает, абсолютно. И с тоном, и с цветом, и с компоновкой, это композиция, и с пропорциями, и со штрихом, и с контрастом. Это вообще все. Это решает все проблемы, но в умеренном, конечно, режиме, потому что, когда ты отходишь, ты сразу, когда ты вблизи, ты видишь, опять же, все четко, все красиво, ты привыкла к этой картинке. Когда ты отходишь, у тебя меняется полностью фильтр глаза. Это называется замыленный глаз. Слышала такое выражение? Нет. Художники очень часто говорят, что у меня глаз замылился. Это означает, что человек очень долго сидел, рисовал. Неважно, там очень долго, это не 5-8 часов, то есть это может быть и спокойно 40 минут, час, и тоже глаз устает, как и наша концентрация. То есть вот Таисия перед тем, как мы начали записывать, сказала, что в педагогике говорят, что человек концентрируется 15 минут. То же самое и наш глаз фокусируется точно, совершенно ловит пропорции только 15 минут. И то это в лучшем случае. Поэтому мы нарисовали, например, яблоко такое, сделали фон пятнами, например. Тут мы сделали тень. Отошли, а тут сделали, например, основную тень на яблочке. Отошли и поняли, вот вы штрихуете эту тень, поняли, что у вас как-то не хватает тут контраста. Но вы это поняли только потому, что вы отошли. То есть вы отошли, увидели что-то... Но у меня тут просто все в принципе контрастно, потому что я сейчас маркером рисую. А если взять какой-нибудь светлый карандаш, вы нарисуете, вот как у Таисии самая частая проблема, она говорит, что у нее не контрастные рисунки. Я вот их тут вставлю, чтобы это было видно, понятно. То есть человек не дожимает. Она берет разные мягкие карандаши, но у нее не получается сделать прям насыщенные контрастные тени. Опять же, есть такое, знаешь, лекарство от всех болезней. Просто отошла, увидела то, что это блекло. Ты же сама видишь в рисунке, что у тебя это блекло. Все, да. Отошла, подошла, сделала пожестче, пожирней. Прям вот там, где тебе кажется, прям доверяй своим ощущениям. Там, где ты чувствуешь, что тебе нужно сделать темнее, делай темней. Сделала темней, остановилась, опять отошла. Чтобы понять, хорошо ты сделала или плохо. Нужно вернуться или нужно продолжить. Это абсолютно нормальная работа, когда ты туда-сюда, туда-сюда. Из плохого в хорошее, из хорошего в плохое. То есть тут нужно найти середину, собственно, и мы именно этим и занимаемся.